Привет, народ. Я сейчас хочу вам показать, как я научился делать, убирать камеру из видео 360 градусов. Попробую сейчас, не знаю, вот я тут одно видео нашел, вот. На нем так более-менее получилось удачно, ну, как мне как бы понравилось, как здесь можно это убрать. Но сейчас покажу. Не знаю, если... подождите, это надо так. Включаем 360, включаем Option Command 7. Ага, стоп, все, понял. Не включилось, потому что надо включить. Вот, теперь, сейчас. Проект надо было включить. Ладно, сейчас. Протормозил. Так, все, у нас видео есть, да? Вот. Вот мы там находимся, да? Тут, ребята, как бы не сильно сложно, тут все просто. Переходим вот в эту вкладку с эффектами. И вот нам нужно вот 360, вот открываем 360 градусов, вот. И вот она, это патч 360, да. Видите, как сразу же его убрала. Вот я на него только навожу, и вот видите, что у меня уже нету. Но появился артефакт. Сейчас мы это будем все удалять. Сейчас покажу. Все просто, как 2 копейки. Берем этот эффект и перетаскиваем. Все, на линейку мы перетянули его. Переходим на видео. И вот он у нас есть. Как с ним работать? Я как бы не сильно шарю. Я научился то, что мне нужно. А там дальше я вообще ничего не трогаю. Чтобы понять, как он работает. Ставим вот сюда галочку. Вот раз, вот. И нужно нам убрать 360. Опять нажимаем Option Command 7. Все. У нас как бы включилось плоское видео. Вот точка, где находится камера. Там, где красная, там у нас точка, где мы стоим. Вот как-то он определяет. Не знаю как, но определяет. А вот это вот зеленая точка, это откуда будет браться копия, назовем ее так, да? Что мы делаем? Мы убираем эту копию куда хотим, как хотим. Вот можно крутить ее как угодно. Ну, обычно я не убираю, я ее уменьшаю. Вот раз. Да, до такого формата, там, например, вот тут раз. Вот так. Вот это смещаем вот сюда, вот. И потом вот открываем, сейчас я вспомню. Вот, target position. Не это, не она. Target шкала, по-моему, да. Вот, ну вот, я с английским не дружу, но вот самая последняя вкладочка, вот она. И что делаем? Вот. Немножко по оси X увеличиваем, да? По оси Y увеличиваем. А ось Z это в высоту, она ее убирает. Вот, ну, я никогда и не пользовался, не знаю как. А общая, вот, ну, она это полностью все расширяет, сразу увеличивает. Все. А есть здесь еще вот функция, вот, по-моему, вот это вот, нет, да, нет, вот это, по-моему, она делает края размытыми или не размытыми, но точно не помню, по-моему, это, сейчас проверим. Да, вот она, это видимыми, да, вот видите, вот края. Все, вот они видимые, а вот они уже размытые становятся, все. А вот это не помню, что делает. Это сейчас мы посмотрим. Это вот меняет эллипс влево-вправо, ну, больше-меньше. Все. Теперь самое главное. Вот эта вот точка зеленая, если камера будет шевелиться, то вот эта вот пропорция будет шевелиться. То есть вот это вот расстояние между вот красным и зеленым, оно остается неизменным. Но так как камера будет наклоняться влево, вправо, в зависимости от ветра, то вот это все будет наклоняться. И оно будет выходить за рамки вот этого вот места, откуда вы это все взяли. Поэтому стабильность камеры должна быть просто, ну, просто бешеная. И поэтому там, где вот если я поднимаю на 5 метров там, или еще выше, то уже очень, ну, очень тяжело. Если там где-то на воде или на песке еще, так, еще может быть. А вот здесь уже будет проблема. Ну, а теперь как это все проверить? Вот. Сейчас я покажу. Вот сейчас просто включим. Вот. Вот, сейчас можно галочку снять. Ну тут не получится, тут потому что 360 нету, да? Ну вот. Все, камеры нету.
Ага, вот так вот, не так, вот так вот можно сделать, да? А, ну все равно не получается. Я думал, чтобы показать сразу, как камера есть, камера нету. Вот, все, камеры нету. И вот можно камеру крутить как угодно. А, стоп, не получится, надо включить 360. Так, сейчас мы нажмем Option Command 7. Уберем вот эту галочку, и тогда будет у нас все понятно, да, вот. Сейчас проверим, да? Да, вот, все. Протупил я немножко, ну ничего, бывает. Это. Я говорю, я сильно часто не пользуюсь, только там, где камера стабильно стоит. Вот, погнали. Вот она есть, вот ее нету, да? Вот она есть, вот она ее нету, вот. Вот так это работает, ребят. А теперь самое главное, сейчас еще раз, вот, что не забыть. Когда мы включаем вот эту галочку и выключаем экран 360 градусов, Option Command 7, вот, то потом у меня было несколько раз, что вот эту галочку нужно снимать. Вот отсюда эту галочку нужно снять. Если эту галочку не снять, то у вас получится... Сейчас я вам покажу, что у вас получится. Вот так вот у вас получится видео. Вот такое видео вы экспортируете. Поэтому эту галочку нужно снимать. Вот, раз. Иначе ничего не будет. Вот так вот это вот все выглядит. Ну вот хотел поделиться. Я не знаю, если кому полезно будет. В общем, штука классная. Все, вот вас нету. Вот мы снимаем. Вот включаем. Вот. Ну, звук это ладно, это там такое. Сейчас я звук уберу, чтобы он сильно не тарахтел, не мешал. Вот. Вот так это все выглядит. Не знаю, давно хотел снять, все руки не доходили. Может, тут, понятно, не все сразу хорошо получилось. Вот. Но может кому-то будет полезно, как вот убрать камеру с видео 360 градусов. Вот. Все просто. А, еще, ребят, вот этими вот остальными функциями, вот этими всякими, тут перекрутить, повернуть, я ими не пользуюсь. Вот я пользуюсь вот этой вот, ой, пардон, Target Scala, вот это, Target Scala, или как ее правильно назвать. Все. Больше я ничем другим не пользуюсь. Тут вот есть еще функция, вот это когда нажимаешь, вот оно показывает, где у вас находится этот, как его, камера, ну вот. Все остальное выключает, вот все. А вот это вот все я не пользуюсь. Тут оно можно расширять, убирать, двигать. Но я обычно пользуюсь, я двигаю всегда вот этим, сейчас еще раз покажу. Вот этими вот вещами можно это двигать там. Вот, видите? А, нет, это не то. Вот этот, да? А, нет, это размеры. Вот так вот увеличивать, да? Я этим не пользуюсь. Я вот тут на месте раз. Тут еще хотел вам показать. А, вот здесь. Это вот перемещает там влево, вправо, вверх, вниз, вот, да, вот это вот. Но я и говорю, я ими не пользуюсь. Я вот тут кнопочку на эту зеленую нажал и двигаю куда мне надо. Все. Вот. Вот. Вот радиус увеличает, там уменьшает. Это тоже вот тут двигает в разные стороны. Вот это влево-вправо, а вверх-вниз, да. Это, а верхнее влево-вправо. Ну вот. Это влево-вправо. Да, да. Ну вот. Я говорю, не пользуюсь этим. Оно неудобно, блин. Вот. Я вот тут на месте раз нажал и все, блин, вот так вот сделал, как мне надо, и все. Ну, а это же градусы там поворачивает. А вот это даже не знаю, что такое. А, это показывает, откуда мы берем точку. Ага. Вот, это откуда, а это куда, да? А, нет, так не срабатывает. Раз. Раз. А, подожди, это надо выключить, блин. Ага. Это надо выключить. Ну, в общем, поняли вы смысл. Вот. Так, это нижняя у нас выключена. Ну, сейчас верхнюю включим. Ага, вот оттуда берет. А нижняя, ага, она меняется местами. А нижняя, а нет, не меняется. Нижнюю надо выключить. Ну, в общем, все, разобрались, да, понятно. Ничего сложного, ничего нет. А поэкспериментируйте, у меня несколько раз оно не получалось. Тоже все там ломалось, все это. Ну, вот так вкратце. Так что, самое главное, ребята, при экспорте не забывать вот эту кнопку, вот, галочку вот эту убирать. Иначе вот такая вот ерунда у вас получится, вот она. А я так вывел, думаю, да что оно у меня там... Оно еще полэкрана работает, а это сейчас тут не работает. А так полэкрана работает, думаю, да что оно у меня там такое непонятное. Ну вот. Вот эту галочку нельзя забывать убирать. И все будет работать вот так вот. Так что, ребята, мы же люди хорошие, да? Вот. А хорошие люди должны работать хорошими инструментами, играться хорошими игрушками. Вот. Ну и хобби у них должно быть хорошее. Так что вот так вот я убираю
камеру из видео 360 градусов, но только в статическом положении. Еще когда на машину ставлю, вот если на машине она стоит на крыше, и я еду, там тоже убираю. Не всегда там, правда, получается, но там так, не критично, там убираю тоже. Так что, ребятки, возможно, кому-то было это все полезно. Всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч.